Привет! Сегодня мы поговорим про сайты. Вы узнаете, нужен ли именно вам личный сайт, что именно вам нужно, сайт или лендинг, сколько денег стоит иметь личный сайт и сколько можно на этом всем заработать. Досмотрите это видео до конца, чтобы не ошибиться в самом начале пути с выбором хостингов, сервисов и прочими техническими премудростями. Меня зовут Андрей, и это канал Storn, где я раскрываю вопросы блогинга. Поехали! Итак, допустим, вы хотите создать собственный сайт, и вы не исключение, потому что сайтов в интернете существует уже огромное количество на любой вкус и цвет. Предложений по созданию сайтов тоже полно, начиная от готовых сервисов, заканчивая арендой высокопроизводительных серверов, которые нужно настраивать самостоятельно, прям с нуля. Выбор просто огромный, и все эти решения рассчитаны на разные бюджеты и на разные задачи. С чего же начать, чтобы потом не ошибиться и все не переделывать с нуля и не потратить кучу денег впустую? Примерно 12 лет назад у меня появился свой первый сайт на бесплатном хостинге. Потом он переехал на платный хостинг. После этого были проекты по созданию интернет-магазинов. Я сопровождал несколько чужих сайтов. В общем, набирался опыта и досконально изучал эту тему. Потом появились лендинги, специальные серверы, конструкторы по созданию сайтов. И это все изменило. Сейчас различных инструментов и вариантов настолько много, что в них запутаться легче легкого. Давайте разбираться, что нужно именно вам и как все это реализовать с наименьшими затратами. Самый первый вопрос, который стоит себе задать: зачем мне нужен сайт? Варианты ответа могут быть следующие: самопрезентация, размещение полезной информации, заработок, общение, предоставление услуг, сбор заявок. Вариантов много, и для каждого варианта есть свой оптимальный формат сайта. Это могут быть блоги, лендинги, корпоративные новостные порталы, сайты знакомств, форумы, в конце концов. Интернет просто наполнен сайтами различной тематики. Есть сайты для любителей автомобилей, для домохозяек, для хендмейда. Сейчас, наверное, уже по каждой теме есть свой сайт. И в рамках данного видео мы не будем рассматривать все типы, потому что это займет очень много времени, а сосредоточимся на основных. Итак, вас может заинтересовать самопрезентация, сбор заявок, предоставление услуг и размещение информации. Для всех этих вещей подходят два основных варианта. Это может быть блог, либо лендинг. Думаю, с блогами вы все уже давно знакомы, а вот если вы не слышали про лендинг, то это обычный одностраничный сайт, в простонародье еще называется иногда простыня. Строится он по определенным принципам для того, чтобы побудить человека, который смотрит на этот лендинг, совершить определенные действия. Оставить свои контакты, подать заявку или совершить покупку. Давайте рассмотрим создание сайта для тех, кто вообще не в теме. Есть специальные сервисы, которые позволяют создать сайт в считанные секунды. Ну ладно, не секунды, но пару часов вы на это потратите. Ссылки на эти сервисы я оставлю в описании. И в основном это касается именно лендингов, то есть одностраничных сайтов, либо сайтов, у которых 3-5 страниц, может быть 7. Цель таких сайтов – самопрезентация, сбор заявок. И они создаются не для того, чтобы делиться большим объемом информации. Для этой цели существуют блоги. Для блогов тоже есть специализированные готовые площадки, но у них есть свои недостатки. И есть также архисложный вариант создания сайта – это аренда сервера, куда вы будете устанавливать все дополнительное программное обеспечение, оптимизировать его работу, куча тонких настроек, технических нюансов, балансировщики, фронтенды, бэкенды. Там черт ногу сломит, для нашей цели это не нужно. Если вы делаете лендинг, то вполне можно ограничиться каким-либо готовым сервисом. Но если вам нужна большая гибкость, тогда стоит обратить свое внимание на оптимальный вариант – это виртуальный хостинг. На виртуальном хостинге вы сможете развернуть и лендинг, и полноценный блог, и даже корпоративный портал, новостной портал. Да, много всего можно развернуть на виртуальном хостинге. Я сам много лет пользуюсь виртуальным хостингом и подтверждаю, что это самый оптимальный вариант для быстрого и гибкого развертывания практически любых сайтов. Ссылка на хостинг, которым я сам пользуюсь, также будет в описании. И в следующих видео мы более подробно поговорим про все этапы создания сайта. С нуля и до полного результата. Включая вопросы создания контента, оптимизации, дополнительных плюшек и наворотов. Я постараюсь рассказать все, чем пользуюсь сам и все, что знаю по этой теме. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, а если что-то будет непонятно или у вас возникнут вопросы, предложения, то пишите их в комментариях. И все-таки вам сначала нужно определиться, какой тип вам нужен для вашего личного сайта. Лендинг или
блог. Все очень просто. Хотите красивую ссылочку в Инстаграме на вашу страничку для того, чтобы можно было более широко рассказать про свои услуги, возможности, про то, кто вы есть на самом деле, вам, конечно, подойдет лендинг. Если вы систематически делитесь какими-нибудь материалами, интересными статьями, структурированно подаете информацию, и у вас очень обширная тема, и в рамках Инстаграма, например, вам тесно, на Ютубе, да, классно, но вы хотите еще иметь текстовый вариант всех ваших материалов, тогда ваш выбор – это блог. И еще 5 копеек в пользу своего лендинга или блога. Вы же понимаете, что социальные сети есть у всех, а вот сайты, личные сайты есть далеко не у всех. И такой вариант повышает доверие к вам, повышает лояльность тех, кто приходит на вашу страничку в социальную сеть и видит, что у вас есть свой личный сайт. А если ваш сайт еще и красиво, грамотно оформлен, то доверие к вам точно повышается. Итак, давайте приступим уже к конкретным шагам. Шаг первый. Какой сервис выбрать? По сути, в нашем случае вариантов два. Либо мы выбираем готовый сервис для создания лендингов или сайтов, либо идем на виртуальный хостинг и все создаем сами. Возможно, для лендинга, если вы совсем не хотите заморачиваться, то лучше выбрать готовый сервис. А вот для блога такой вариант менее предпочтителен, потому что если вы будете пользоваться сторонним сервисом, то у вас будут некоторые ограничения. Если вы все разворачиваете на своем сайте, да, это требует дополнительной настройки, совсем небольшой. На самом деле совсем небольшой, но дает вам практически безграничные возможности по организации контента, его представлению и по развитию своего канала. Итак, сколько же все это стоит, я расскажу на примере своего хостинга. Один сайт на нем стоит от 169 рублей в месяц. Если же вы берете сразу пакет на 10 сайтов, то вам придется заплатить в месяц всего 212 рублей. На готовых сервисах совсем другие тарифы. Например, на Тильде один сайт вам обойдется от 500 рублей в месяц, если мы не берем в расчет ущербный, урезанный бесплатный тариф. Flexby стоит 750 рублей в месяц, Creatium.io 500 рублей в месяц, хотя на Creatium.io каждый следующий сайт будет стоить дополнительно всего 100 рублей. И да, кроме непосредственно услуг хостинга или специализированного сервиса, вам придется купить доменное имя вашего сайта. Стоит оно от 179 рублей, если мы говорим про зону .ru. Но стоит отметить, что очень часто практически все сервисы и хостинги при оплате за год дают доменное имя в подарок. Шаг второй – это доменное имя вашего сайта. Надеюсь, вы знаете, что это такое. Это уникальное имя, уникальный адрес вашего сайта в интернете. Есть даже целая организация, которая называется, очень сложно, я вот тут напишу, как она называется, которая следит за уникальностью адресов и имен в интернете. И на самом деле вы не покупаете доменное имя, вы по сути берете его в аренду, потому что когда вы заплатите деньги, вам предоставят права на это доменное имя, закрепят его за вами. Вы даже должны указать свои паспортные данные. Так вот, это закрепление действует год. Через год, если вы снова не проплатите эту аренду, то доменное имя освободится и его может приобрести любой желающий. И есть даже целые бизнесы по торговле редкими и красивыми доменными именами. Есть люди, у которых просто лежат и ждут своего часа сотни доменных имен. И если какая-либо новая фирма хочет себе красивое доменное имя, которое уже занято, то придется раскошелиться, и такие доменные имена могут стоить от нескольких сотен долларов до просто каких-то неимоверных высот, там десятки тысяч долларов. Как же выбрать доменное имя? Тут есть несколько простых рекомендаций. Первое. Выбираем простое, запоминающееся доменное имя, легкое для произношения. Железная-птица.ру, вот так оно будет писаться, очень сложно и для запоминания, и для воспроизведения. А, например, какой-нибудь Iron B достаточно простое. И как сравнить, какое имя простое, а какое нет? Попробуйте кому-нибудь из своих знакомых рассказать, какое у вас доменное имя, какой адрес вашего сайта в интернете по телефону. И если вы сможете это сделать просто из первого раза, да, там ironb заканчивается на b.ru, то это просто.
Если вам нужно говорить там C через K, там S как доллар, что-то там еще, YA, то это очень сложно, это не работает. Вы таким образом сами для себя создаете сложность в распространении вашего доменного имени. Второй момент. Я уже говорил, что доменное имя нужно регистрировать. Так вот, его можно зарегистрировать в двух местах. Либо на виртуальном хостинге, либо на специализированном сервисе по созданию лендингов. Я настоятельно советую зарегистрировать доменное имя на виртуальном хостинге. Даже если вы не пользуетесь виртуальным хостингом, у них есть такая функция, как парковка домена. Это вам ничего не будет стоить, вы просто будете приобретать доменное имя у этого хостинга и продлевать его тоже на этом хостинге. А уже в самой панели управления хостингом вы сможете передать это доменное имя под управление вашего сервиса по созданию лендингов. Что-то я увидел, что темно стало, пришлось картиночку просветлить. Итак, почему именно создавать имя нужно на виртуальном хостинге? Дело в том, что если вы в последующем решите как-то расширить свой сайт, сделать из него блог или трансформировать, то вам гораздо проще и удобнее будет это делать на виртуальном хостинге, потому что сервис по созданию лендинга будет прям ограничивать вас во всем. А передать имя от сервиса потом в ваш нормальный хостинг будет очень сложно и муторно. Поэтому за делом на будущее сразу создавайте свое доменное имя на виртуальном хостинге и делегируйте, передавайте его управление на лендинг. Третий важный момент. Выбирайте доменную зону правильно. Это все, что написано после точечки. .ru, .com, .rf. Это все очень важно с точки зрения денег и затрат. Объясню почему. Стандартно у нас все сайты заводятся в зоне .ru. Сейчас иногда модно заводить в .rf, но это таким спросом не пользуется, и обычно все заводят имена латиницей в зоне .ru. Регистрация такого домена стоит всего 179 рублей. Продление, ежегодное продление такого домена обойдется в 400, а если быть точным, в 399 рублей. Если у вас от 1 до 10 сайтов. Если сайтов в этой зоне больше, то продление будет дешевле. Но если вы не занимаетесь продажей доменов, скорее всего, у вас не будет огромного количества доменных имен, поэтому рассчитывайте, что раз в год вы будете платить 400 рублей за продление доменного имени. Иногда можно встретить такую ситуацию, что некоторые доменные имена стоят дешевле, регистрация их стоит дешевле. Например, зона .online стоит всего 175 рублей. Однако ее продление обойдется в 3500 рублей ежегодно. То есть сравните, зона .ru 400 рублей ежегодно, зона онлайн 3500 рублей. Если вас потянет зарегистрировать домен в какой-нибудь другой зоне, например, com или org, то имейте в виду, что регистрация будет стоить больше 1000 рублей и продление будет стоить также ежегодное больше 1000 рублей. Поэтому на данный момент одним из самых выгодных вариантов являются обычные домены в зоне .ru. И переходим к третьему шагу, это настройка вашего личного сайта. Вообще это очень большая объемная тема, и о ней я буду подробно говорить в следующих видео. Сейчас пробежимся по верхам. Обычно по незнанию создания сайта мы связываем с изучением кода, правкой какие-то там непонятные буквы HTML, CSS, PHP и всякое такое. На деле часто это не так. И вы можете спокойно создать и вести свой блог, даже не понимая, что это такое. Элементарно можно воспользоваться готовыми шаблонами. В этом случае просто накликайте мышкой, добавите фотографии, и вот вуаля, у вас уже ваш готовый сайт с вашим дизайном. Да, шаблонным, но адаптированным под вас. Однако имейте в виду, что даже если сайт сделан по готовому шаблону, вам придется потратить несколько часов времени на настройку этого шаблона. Все шаблоны обычно очень гибкие, и они предоставляют огромный набор настроек. Как будет отображаться шапка вашего сайта, будет ли там картинка или надпись, структура меню вашего сайта, как эти менюшки отображаются, каким цветом. Все это запихивается в шаблон. Да, туда еще входит отображение статей, возможно, ссылки на социальные сети, профиль автора и много-много-много всего еще. Это все несложно. Можно посмотреть, подвигать, посмотреть, как выглядит, изменить, если не нравится. Навыков программирования здесь не нужно. У вас просто будет готовый набор вариантов, которым вы воспользуетесь. И да, сейчас практически все сайты работают с системой управления контентом, так называемая CMS. В CMS придумали очень классную штуку, которая называется MVC. Эту хитрую штуковину придумали еще в 1978 году, когда еще мы, наверное, толком и не знали про сайты. И она разделяет представление, логику и что-то там еще.
представление, логику и данные. И именно благодаря MVC вы можете спокойно менять дизайн вашего блога, при этом все данные, их структура, меню останутся на своих местах. И структура вашего сайта не поменяется, поменяется только внешний вид, обложка сайта или так называемый шаблон. А вот с лендингами, скорее всего, так не получится. Лендинги настраиваются индивидуально, они впиливают элементы в каждую страничку, и если вам что-то нужно будет переделать, то, скорее всего, это нужно будет делать во всех местах вашего сайта. Есть некоторые унифицированные решения, которые позволяют сделать для всех страниц лендинга общую шапку, общий подвал и некоторые маленькие элементы, но в общем и целом дизайн лендинга переделывать гораздо сложнее, чем дизайн блога. Это еще один плюсик в копилку блогов. И в самом начале видео я вам обещал, что расскажу, как заработать на своем сайте или сколько на нем можно заработать. Да, деньги на сайте заработать можно, но нужно четко понимать и разделять все-таки, где заработок непосредственно на сайте, а где заработок с продажи товаров или услуг, которые вы продвигаете через свой сайт. Сейчас объясню простым языком. Заработок непосредственно с сайта делается несколькими способами. Это может быть размещение баннерной рекламы, рекламных ссылок, участие в партнерских программах, когда вы рекламируете какой-либо товар, и человек, если он приобретает этот товар, переходя по вашей ссылке, вы получаете процент с продажи. Все эти механизмы начинают эффективно работать и приносить высокий доход для сайтов с большой посещаемостью. И если продажа ссылок и баннеры, то это однозначно к сайтам с высокой посещаемостью, то на партнерских программах можно зарабатывать даже на достаточно молодых сайтах. Подробнее об этом тоже будет в следующих выпусках, в следующих видео. И другой вариант заработка, который я не отношу к видам заработка сайтов, это продажа через сайт своих товаров, услуг, компетенций, консультаций, потому что сайт в данном случае является всего лишь дополнительным каналом для привлечения ваших клиентов, ваших покупателей, а непосредственно зарабатываете вы не с сайта, а с продаж товаров и ваших услуг. И не имея сайта вовсе, поэтому это заработок не с сайта. Напишите мне, пожалуйста, в комментарии, что вам понравилось больше всего и о чем хотелось бы увидеть следующее видео.